Привет, друзья! С вами Пипабзу, и это канал War Robots League. В этом видео я хочу вам представить стратегию боя, которой я придерживаюсь, и которая позволяет мне показывать стабильные положительные результаты. Главной идеей данной стратегии является наделать шороху в тылу противника и оттянуть на себя от центрального боя какую-то часть противника, тем самым оставив центральные силы противника в меньшинстве. Имея довольно скромный ангар в эксперт-лиге, с помощью этой стратегии я могу стабильно добиваться побед в боях в режиме превосходства. И это у меня очень хорошо получается. Сейчас вы видите ангар, в котором в битвах по сути участвуют 4 робота. Это Кумиха, Страйдер, Локи и Кит. Лео и Фьюджин выполняют роли статистов. На таких картах, как Спрингфилд, Дредноут, Вэлли, Ямантау, Carrier, Мун, эта стратегия очень хорошо работает. Порой получается на этих картах сработать с 3 роботами. Например, сначала выходит Кумиха, потом Страйдер и уже в конце либо Кит, либо Локи. Там по настроению и по раскладу боя на карте. Когда вы заходите в тыл сопернику, вы не только оттягиваете от центрального маяка на себя какое-то количество роботов, но и зачастую забираете себе маяки и обеспечиваете преимущество своей команде вне зависимости от того, как обстоят дела у вашей команды с центральным боем. Если у вас есть в ангаре Локи, то терроризировать противника в тылу вы можете почти на любой карте. А теперь по порядку давайте пробежимся по тем картам, на которых данная стратегия очень хорошо работает. Начнем со Спрингфилда. Это довольно длинная, обширная карта, где роботы с хорошей скоростью играют очень важную роль. Здесь я уже потерял Кумиху в попытке прорваться в тыл противнику к маяку и вышел уже на Страйдере. После того, как совместно с моим союзником мы завалили Булгасари противника, за мной в погоню ринулся Ховер. У Ховера на среднем слоте стоит Скорч. Расстояние до меня довольно-таки большое, поэтому Скорч мне сильно не вредил. За стенкой я спокойненько восстанавливаю силу и захватываю вражеский маяк. К слову сказать, к Ховеру присоединяется Арес и становится довольно-таки жарко. Мне удается завалить Ховера. И теперь я прячусь от способностей Ареса за стеночкой и резко делаю рывок в его сторону, чтобы навалить ему залпом. В общем-то, дело сделано. Мне уже осталось тут недолго жить. Плюсом силы, которые вновь появляются, они уже обозленные на меня и стремятся меня как можно быстрее уничтожить. В этот момент мои союзники очень активно захватывают маяки. Посмотрите, на меня направлены орудия 2 роботов, и 3-го я еще сам пытаюсь подранить. В итоге в этом бою мы довольно уверенно одержали победу. Следующая карта, на которой данная стратегия очень хорошо работает, это Ямантау. Здесь я на Кумиха, сначала захватываю свой стандартный маяк. Дальше я веду работу по проникновению в тыл противника, прячась за колонны вот этого протяженного туннеля моста. Это очень часто получается. И параллельно я веду огонь по зазевавшемуся противнику, по противнику, который меня не видит. В некоторой степени я его отвлекаю, вызывая его на погоню за собой, то есть оттягиваю его от главного боя. Например, данный спектр, он погнался за мной. К слову, робот Кумиха
робот Кумиха является таким лакомым кусочком. То есть, мне кажется, у него есть такая аура слабого робота, которого легко завалить и на котором можно заработать фраг. В итоге за мной никто не погнался, а зря. Кстати, пока вы бежите в тылу врага, нужно следить за количеством роботов противника, которые находятся на поле боя. Пока вы бежите в тылу врага, около респауна врага, вы рискуете нарваться на свежего робота, то есть только что убитого и только что появившегося на своем респауне. Но здесь мне одновременно и повезло с союзниками, и не повезло, потому что они, пока я похищал маяки, не смогли убить ни одного противника, соответственно, никто не респаунился. Я спокойненько захватывал маяки у них в тылу. При этом они, во-первых, не умирали, во-вторых, они самостоятельно тоже не лишали себя жизни, чтобы появиться на респауне и чтобы отбить маяки. И по сути, за ними оставался только один центральный маяк. В итоге я там простоял почти минуту, обеспечив преимущество маяка +1 своей команде. И плюсом оттянул 2 роботов на себя от центрального боя. Следующая карта это Dreadnought. На этой карте есть очень хорошая лазейка, которая помогает скрытно пробраться в тыл противнику, в тыл к маяку, который стоит около респауна противника, но при этом он защищен стенкой от вновь появляющихся роботов. В данном эпизоде мне там замаячил, как выяснится сейчас, неуверенный в себе Лео. Он испугался Кумиха. Либо, как это бывает в мультиках, я просто не увидел за своей спиной великана. Вот, но тем не менее, мне удалось пробраться в тыл к противнику и захватить спокойненько его маяк. Первая половина дела сделана, а вторая половина дела это удержаться как можно дольше живым и удержать свой маяк. Ну, соответственно, оттянуть на себя какие-то силы противника. То же самое я потом делаю с помощью Страйдера, а впоследствии и с помощью Локи. К моменту прихода Страйдера маяк до сих пор остается за нами. Мы видим, что противник довольно большое количество сил истратил на этот противный маяк, который находится, по сути дела, у них под носом. В итоге счет по маякам остается просто разгромным. Следующий прорыв будет происходить на карте Велли. Данный прорыв оказался очень тяжелым и протяженным. То есть мне встретился Ауджун, затем мне помогал мой союзник на тире, с помощью которого мы убрали Грифа, и дальше меня доставал Спектр с эффектом стана. Но здесь я удачно успел включить дэш, и этот дэш перенес меня за камень. В дальнейшем я преспокойненько забрался на защитный подиум и, захватив маяк, успешно его удерживал и собирал на себя вражеские силы. При этом, конечно же, мне помогали мои союзники. Помогали как около маяка, которого я захватил, и помогали на центральном маяке. Посмотрите, какое внимание уделено маяку, который мы захватили.
Дальше я стараюсь максимально задержаться на данном месте. И для Кумиха уже задача выполнена. С лихвой он, во-первых, по пути уничтожил несколько роботов. Во-вторых, он захватил маяк и сейчас занимается тем, что его максимально удерживает и максимально оттягивает силы противника на себя. И последняя идеальная карта для подобной стратегии — это карта Carrier, авианосец. Сначала мы захватываем центральный маяк, а потом пытаемся пробраться к маяку, который находится в самом тылу противника. Про данный маяк противник забывает. Ну, он думает, что данный маяк находится в безопасности. Но если мы сосредоточимся на этом маяке и попытаемся к нему пробраться аккуратно, то силы противника начнут тормозить в борьбе за центральный маяк. И плюс, если мы захватим тот тыловой маяк, мы сможем обеспечить дополнительный +1 по маякам в данном бою. Возможно, на короткое время, а возможно, на довольно длительное. Иногда, когда сидишь в такой засаде, в тылу противника, непонятна логика действий противника. Он как-то быстро пробегает иногда. Не знаю, думает, может быть, что маяк глючит или захвачен. Не понимаю, как он может быть захвачен без робота. Но иногда роботы пробегают мимо, а иногда, вот как данный арест, он забегает и, конечно же, меня валит. На страйдере мы организовываем довольно легко подобную канитель с захватом самого тылового маяка. Страйдеру главное добраться до определенной точки, после которой он с серией дашей врывается в тыл и начинает удерживать маяк. Ну, как удерживать? Он его захватывает и потом дальше смотрит по обстоятельствам, что и как происходит. Ну и одновременно, конечно же, силы врага стягиваются к моему страйдеру и к своему захваченному тыловому маяку. Ну и каждый раз после работы Кумиха и страйдера у меня всегда есть два козыря. Это Локи и это Титан Кит. Локи также может провернуть серию тылового захвата, а Кит может продавить центральный маяк. Ну и сейчас на экране вы увидите главный минус данной стратегии. Это маленькое количество урона. Нередко это маленькое количество маяков, потому что вы можете захватывать два маяка, их удерживать, принести команде победу, но при этом по факту у вас низкий урон, низкое количество захваченных маяков и, соответственно, низкое количество серебра и низкое количество чести. А главный плюс данной стратегии — это большое количество побед, что, в принципе, довольно-таки интересно. На других картах уже немножко сложнее прорваться в тыл к противнику и действительно там что-то сделать полезное. Но иногда это получается. Иногда получается либо навести шороху, оттянуть противника на себя, либо в тылу получается захватить маяк. И также какая-то часть роботов пойдет его заново захватывать. Соответственно, на центральный маяк пойдет меньше роботов противника. В данном эпизоде, например, у Кумиха получилось провести довольно-таки мощную серию и зайти в тыл на карте Каньон. На карте Dead City периодически получается также поработать с тылом при удачной расстановке роботов противника.
На карте Рим захватывать тыловой маяк противника, ну, не имеет особого смысла, если только уже больше захватывать нечего. И вот либо дорога чиста на пути к данному маяку, то можно захватить, да. На карте Power Plant также маяк находится около респауна противника, и там негде спрятаться, чтобы удержать данный маяк. Поэтому захватывать маяк в тылу противника на карте Power Plant тоже можно либо ради фана, либо если есть такая возможность. На карте Шэньчжэнь эффективно поработать с тылом противника у меня получается только на Локи. Это вот так вот сзади зайти на респаун и периодически терроризировать, делать пакости, пытаться захватить маяк. Локи в данной ситуации выступает в роли такой маленькой противной букашки, которая мешается под ногами у противника, бегает туда-сюда, копошится, периодически кусает. Иногда вот может выбежать, захватить центральный маяк и вернуться назад, продолжать террор. На этом, в общем-то, все. Это все, что я хотел рассказать про свой скилл работы в тылу противника. С вами был Пипабзу. Это был канал War Robots League. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео, пишите комменты. Давайте пока.